Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. Тогда на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Светланы. Светлана. Один, два, три. Она пришла как ангел с крыльями, но у нее вот идет черная подключка от сердечной чакры, вот так как какой-то дугой, и так вверх, выше, чем сектор принятия решений. И так вот под ногами делает еще одну дугу в сектор магии. Угу. Черная подключка. А считывается как петля. Угу. Там кто-то держит ее в секторе магии, и такой заканчивается эта петля таким шаром, шар черный, и кто-то как бы что-то делает в этом шаре. Так, ладно, сейчас совсем разберемся. Сейчас, Вика, считай эфирная ДНК, Светлана ли это? Да, это она. И спроси у нее разрешение на работу с ней для нее. Она разрешает. Хорошо. Так, тогда приказывай, Вика, проявиться тому, кто... Говори. Там в ее пространстве накладывается на ее эфирное ДНК еще чужое ДНК. Сейчас я его считаю. Оно идет таким пластом. И оно связано вот с этим сектором магии. Ага. Я приказала ему проявиться. Так. Этому оно как щит, который закрывает. И проявился вот этот дух, которого я называю Черномор. У него ноги как коромысла, и он вот так запрыгал. И направляется в сектор интерферента. Так. Это он держит эту И тоже петлю? такая, да, и такая интересная, вот от сектора магии такая же конструкция, только уже градус поворота поменялся. Вот так идет от сектора интерферента к сектору магии, вот так. И еще одна такая же от этого духа пошла петля, она показывает направление, как будто бы пошла к сектору первоисточника, а потом резко падает вниз. Похоже, вот оно что, удочка. Я думаю, что за изгибы странные. Как удочка. Знаешь, так изгибается, когда ловится. Так. Ясно. И это как бы леска пошла туда вниз, в сектор интерферента. Считывается обман. То есть направление как будто бы к первотворцу, а на самом деле вот... Так, сейчас, Вика, прикажи этому духу Черномора отвечать, что он делает в пространстве Светланы. Он говорит, я ее знаю. Откуда он ее знает? Пусть отвечает. Он говорит, она моя подопечная. Он говорит, она меня любит. Говорю, да неужели? Да. Я приказываю ему показать. Нет, я ему ничего не говорю, пусть заткнется, я его закрываю. Да. Пусть Такой сейчас, да, закрой в банку какую-то с отражателем и пусть Светлана сейчас покажет, когда этот дух Черномора впервые появился в ее личном пространстве. Пусть покажет этот момент. Ха-ха-ха. Вижу, маленькая девочка копеечку берет. Даже, ну да, вот этот рубль, большая копеечка.
Вот. Как Мгм. будто бы, вот знаешь, так за пазуху положила, а считывается взять то, что тебе не принадлежит. Мгм. И сразу от этой копеечки идет вот подключка в сектор магии, Так. а душа как будто бы вот так раз и резко отвернулась. Идет блокировка. Внутренний вот этот Так. голос, да, подсознание знает, что правильно, что неправильно. Мгм. И от этой ошибки идет как бы отворачивается от сознательной части. Так, пусть Светлана сейчас покажет, что в этот момент, когда она взяла эту копеечку, происходило в эфирном плане. Слышу слова, буду тебя бить, бить и бить. Мгм. Из-за этого внутреннего чувства вины. Так. Пусть Светлана покажет. Она подписывала контракт с этим духом Черномора. Да, говорит да. Так, пусть она сейчас покажет этот контракт, пусть она его достанет, положит на наш рабочий стол, а ты считай, какие его условия. Я вижу, она достала как какую-то плиту и так рукой смахнула пыль. Такая черная полетела в сектор интерферентов. Мгм. А эта штуковина, она светится. И она вот так взяла, как плиту светящуюся, и вот так повернулась и поставила там, где вот так, сейчас я посмотрю. Она вот так здесь поставила, где программы я считываю. Мгм. Так, считай информацию, что это за плита. Оно считывается закрыть баланс Так, баланс между чем и чем, считай. между гармонией и дисгармонией. Мгм. Равновесие души. Так, Также оно считывается как равновесие пространства. Уравновесить не получается. мгм. Так, Такая черная идет полоса энергетическая, прямо вот в центр этого а, этой плиты плиты. светящейся. Мгм. И оно вот так заканчивается точно так же там внутри, как будто бы там сердечная чакра есть. И такой шар черный тоже. Вот точно такой же он имеет аналогию с этим шариком, который вот этот колдун держит. Мгм. Так, а что это за черный шарик в плите, который находится? Считай информацию. Он считывается процессор. Процессор дисгармонии. Мгм. Также считывается как аналитический разум. Так, какие функции у этого процессора? Считай информацию. Я считываю одобрение зла. Мгм. Так, эта плита, это и есть контракт, который Светлана подписала? Спросил меня. Да, да, она говорит да. Мгм. Так, считай информацию, какие условия этого контракта? Уничтожить гармонию. Мгм.
также уничтожить равновесие души. И что-то связано с полями какими-то. Сейчас поля. Перенастройка полей. Ну, каких-то полей таких информационных, энергетических. Так, что это за поля? Считай информацию. Также вот я слышу завязать. И вижу, как из глаз появляются такие черные, как трубочки в секторе интерферентов. Завязать согласие, слышу. Так, ясно. Вика, а считай информацию, что это за поля? Какие именно поля имеются в виду? Какие-то деструктивные я слышу, и я вижу, как идет вот эта энергия темная от сектора интерферентов. Имеется это в виду. Угу. Поля дисгармонии. Есть поля гармонии и поля дисгармонии. Это как волны. Вот что. Так, хорошо. Тогда считай еще скрытый смысл этого всего контракта какой. Я слышу разрушить мир. Мир Творцов. Ого. Разрушить мир Творцов. Ясно. Сейчас спроси у Светланы, видит ли она, какой контракт ею подписан, на каких условиях. Она говорит, что она видит и показывает свое зрение, а ее зрение вот идет таким тоненьким, как будто бы она смотрит сквозь щелочку такую, идет таким лучом плоским, широким таким, расширяется и охватывает сектор магии и сектор интерферентов. Вот как в щелочку такую. Суженное такое зрение, мировоззрение. Так. А почему, спроси у нее, такое суженное зрение? Следствием чего это явилось? Какая причина? А это матрица порабощения души. Это воздействие всей этой матрицы приводит к сужению восприятия реального мира. И я тебе вот не сказала, когда я только заходила в эфирное пространство, то я вот так отодвинула программы, настроилась считывать только истину. И я прямо почувствовала и услышала такой звук этих волн. Они очень отличаются от глухих волн этого антимира. Только я, по-моему, глубоко очень погрузилась, я уже даже не помню, что я начинала говорить. Так, вернись сейчас в наше рабочее пространство к тому контракту, который Светлана подписала, на счет 3. 1, 2, 3. Да. Так, и спроси сейчас у Светланы, хочет ли она сейчас своим теперешним сознанием этот контракт расторгнуть. Она хочет. Хорошо. Тогда пусть она это сделает. Пусть она своим теперешним сознанием зайдет в момент, когда она его подписала, дала свое согласие и отменит это свое решение. И расторгнет этот контракт. Тут сейчас затарабанили такие палочки. Они в сектор интерферентов тянутся. Так. Я приказываю второй стороне, с кем она подписала этот контракт, проявиться немедленно. Пусть проявится, да, это приказ.
проявляется вся матрица. Вот это как будто бы такой, знаешь, квадратный человек какой-то. И сразу пришла мысль об этом. Эта песня была в Советском Союзе. О, этот человек с квадратной головой. Мгм. Он выквадратить готов округлости полей, округлости голов. И я сразу увидела, что автор, писатель этот, он просто увидел это эфирное чудище этого монстра, эту чужеродную матрицу. Мгм. Оно выглядит как такие кубы. Да. Считывается как матрица, многослойная и многомерная. Мгм. И имеет такой черный стержень. И как будто бы много рук. Эти все руки, они управляют разными системами. Я слышу с разными системами совращения человека. Мгм. Ясно. Хорошо. Скажи сейчас Светлане, Оно пусть считывается как антипод. антипод кого? Антипод живой материи. Мгм. Оно как паразит. Оно выглядит как какое-то паразитическое существо, и считывается вот эти, знаешь, как паразит прицепляется, есть Мгм. деревья такие, на которых растут деревья-паразиты или кустики, Мгм. и эти паразиты и разные там Пиявки и все такое. черви, вот это оно такое. Мгм. Оно буквально присосалось к реальному миру и создает, я слышу, иллюзию виртуального мира и претендует это на принятие этого иллюзорного мира как реальности. Реальный мир не такой. Мгм. Ясно. Хорошо, спроси у Светланы, готова ли она сейчас этот контракт расторгнуть. Да, я вижу, что это связано с тем событием, когда она украла этот рубль. Мгм. А девочка маленькая, она же даже не понимала, что она делает. И это я слышу рука совращения. То есть люди должны понимать, что вместо того, чтобы принимать вину и винить себя, это так матрица устроена. Человек честный по натуре, и он себя винит, и таким образом принимает карму на себя и не дает возможности сработать истинным кармическим коном Вселенной. Мгм. Я просто вижу, как вот эта рука такая, похожа на такого глиста большого, который тянется через сектор магии, сектор интерферентов, и прямо вот держится вот так за эту копеечку. И точно так же, как этот маг, который находится в секторе магии, тоже за этот шарик держится. А этот шарик какой-то странноватый. Он такой с такими как будто бы в проволочной такой Обмотки. какой-то, да, как обмотка такая, с такими какими-то, похоже, как меридианы на Земле, вот такие, как будто бы Мгм. один шарик в другом, а другой вот это как сетка такая. Так. Оно считывается как улавливатель душ. И это тоже еще одна рука этой системы. Мгм. Я сейчас говорю с Светланой, вот, и я ей показываю, и мы говорим вот так с ней.
чтобы она сравнила свою божественную душу, и когда она начинает сравнивать ее с божественным источником, она плавно начинает вот так, ну, уверенно очень выплывает с этого темного пространства вот в светлое пространство, потому что ее душа идентична душе и вибрациям первоисточника. И есть только один канал к первотворцу. А все остальные вот эти, они получаются как руки, как паука, вот так вот. Если человек и идет, ну, как бы ищет решение не по конам, не там, где оно действительно есть. Мгм. Ясно. Так, пусть теперь Светлана для начала изменит свое решение брать эту копеечку, воровать, брать не свое. Хочет она это сделать? Спросил я. Да, она, я вижу, она положила. Я говорю, чтобы она зашла в каждый из тех моментов. А, вот оно проявляется вот так, как такие шарики. Мгм. Чтобы она отменила все решения, но оно все базируется на этом первом решении. Хорошо. О, и я вижу, она вытаскивает изо рта такие вот оранжевые. Оно выглядит, знаешь как? Я видела, бусики делают так, украшения, женские бусы. Какая-то такая не трубочка, сеточка, трубочкой сделана. Туда закладывают бусики, а потом связывают между бусиками эту сеточку. Получается бусики в такой сеточке. Мгм. И вот это точно такое же конструкция этого черного шара. И вот этого она оранжевую такую ленточку с этими бусиками. Мгм. Я слышу, оно считывается как непредсказуемые решения. И оно все эти решения вот так вот держатся на этом первом решении Да. взять не в свое. Вот. Пусть она сейчас своим теперешним сознанием отменит это свое решение брать эту копеечку. Да, и оно также перетянуло другую ситуацию, когда она вызывала духов. Я вижу, она буквально вот так смотрит внутрь такого черного портала и завязала, слышу завязать решение. Мгм. И тут она это осознала, и только бац, это все вот так разлетелось по разные стороны, как взрыв произошел. И она достает оттуда свою энергию, шар, считывается как свет. Мгм. Хорошо. Отменила она свое решение вызывать духов? Пусть она Да, сейчас... отменила. Хорошо. Отлично. Отлично. Тогда спроси у нее, готова она сейчас уже этот контракт расторгнуть? Самое главное. Она его расторгает, и вот это, Мгм. что я рассказываю, это все, вот эти все события один за одним тянутся. А сейчас оно притянулось к вызыванию Мгм. помощников. Я Так. вижу, что она как будто бы разложила перед собой такие черные шары в таких сетках. Мгм. И эти шары вот так перед ней лежат. Там, вероятно, какой-то контракт есть. Сейчас посмотрим. Огромные шары, они тоже в таких сетках. А кто-то в секторе магии вот так как будто бы из портала выглядывает и руками вот так двумя крайний шар держит. Мгм. Прик... Какой-то вот сейчас я его узнаю. Так. У него шапочка такая, как колдовская, знаешь, такой вот звездочет, как я Колпак. называю. Мгм. И он смотрит, бородатый такой. Слышу на физике, это Илья, а его, слышу, демоническая сущность. Как это? Дух. Да? Да, этот Черномор. Черномор. Мгм.
Да. Так. Хорошо. Пусть сейчас Светлана покажет. У нее есть подписанный действующий контракт с Ильей? Есть. Она Так. показывает. Она показывает, что она в руках держит как две палочки такие длинные, черные. Как будто бы, знаешь, вот так, как суши кушают такими палочками. Мгм. Только у нее в двух руках эти палочки, и они тянутся вот так перед ней, в центр. Вот так здесь. К одному из этих шариков. И она вот так берет, и там такие какие-то, прям слышу, паразитические энергии. И она берет, и такие, как червячки. И вот переносит их как бы к программе жертвы. И от программы жертвы идет такая черная, прямо такая, как удар в голову. И закрывает 6-ю и 7-ю чакру. Мгм. Так. Слышу экспансия. Экспансия кого? Считай информацию. Паразитической матрицы. Мгм. Так. Слышу искаженный мир. Квантовый мир. Искаженный мир. Мгм. Погибающий мир. Вот так оно считывается. Мгм. Пусть Светлана покажет момент подписания контракта с Ильей. Пусть покажет эту ситуацию. Я вижу, что это притянулось на недоверие к себе, именно на тот момент, когда в детстве она вот взяла этот рубль, когда вот ее подсознание отвернулось от нее, как бы не доверяя самой себе. И именно на этот момент, потому что в эфирном плане все находится во времени сейчас. Мгм. Вот, оно на это притянулось, на недоверие себе, и оно так отражается. Если не доверяешь себе, то такое же количество доверия ты отдаешь как бы врагу, потому что доверять себе нужно. Мгм. Самый лучший друг – это каждый сам для себя. Так. Сейчас, Вика, считай информацию, какие условия этого подписанного контракта с Ильей. Слышу заложить, гнусность. И вот это она этими палочками, вот эту энергию, она такая, как червь, как Мгм. бы такой красноватый цвет, закладывает себе в голову, вот через висок. И Мгм. я посмотрю сейчас, что это за червяк такой. А он так и считывается, как червь недоверия. Не доверять, вот оно что. Не доверять себе – это однозначно то же самое, что не доверять Первотворцу. Потому что мы вышли из Первотворца, и мы есть часть Первотворца и часть истины. И если мы не доверяем себе, своей душе, значит, не доверяем вообще мироустройству свышу, нашей священной Вселенной. Мгм. А Так. если не доверяем Вселенной, значит, сразу вижу, как падает это наше решение уже в область доверия этому, слышу, Антимиру. противник, сатана по-иностранному, а по-нашему это противник, лжец и дьявол. По-нашему лжец, по-иностранному, по их чаромутному, потому что они специально повыдумывали иностранные слова, чтобы типа мы не понимали, что это означает. Мгм. Ясно. Считай информацию, есть ли какой-то скрытый смысл этого контракта. Слышу уничтожить мир богов. Мгм. Ясно.
Хорошо. Спроси сейчас у Светланы, хочет ли она этот контракт с Ильей расторгнуть. Да, хочет. Хорошо, пусть она это сделает. Пусть она своим теперешним сознанием зайдет в тот момент, когда она приняла решение и подписала его. И расторгнет его. Вот что она это делает, и что интересно, она берет со стола эту копейку с этими черными вот черные, красные, разные серые подключки от этой копеечки. Вот так вот. Как зрение у нее было вот такое рассеянное, вот точно такие же вот эти. И она просто вот в рот этому демону и Илье одновременно. Угу. И она снимает вот там, где эта программа была, этот светящийся как плита. Угу. И просто вот так по голове ударила этому демону, этому Черномору. Угу. И произошло такое странное, что эта плита оделась на голову этого демона, голова пролезла и превратилась в такой шлейф и потянулась обратно туда. И сектор магии получился, весь сектор магии как будто бы, как бы это объяснить, она ударила этим квадратным Угу. светящимся, а эта голова получилась в центре. И весь этот, ну, вот где сектор магии, это вся, оно вот так вместе с этим вот так заходит, поворачивается, делает такую дугу и уходит в сектор интерферентов. А она вот так делает. Угу. Отлично. Так, пусть И она говорит на него, что он облажался. Да. Так. Я говорю, чтобы она очистила полностью свое пространство. У нее в сердечной чакре, как солнце, начинается вот такое расширение и свечение. А с ее шеи вот так, такой как будто кольцо или как гаечку, знаешь, в этот затискивает в такую Да. штучку. Инструмент. И он так раз, и все разваливается. И вот эта Ольга появляется тоже. Так. Какая-то ведьма Ольга, и я вижу этот знак на стене. Она считывается как служитель культа. Угу. И идет слово проявление материи. Я вижу вот этот механизм, как это магическая, слышу, завязка. Как это, и вот эта осиная талия, это вот символ, как затискивает эта матрица человека в свои, как бы, кольцо, Тиски, да. как в тиски, чтобы не дать вздохнуть. И это символ вот принесения себя в жертву, то есть человек сам своими же руками, то есть они создали такую систему порабощения, что человек сам не подозревая, то есть его сознания не хватает осознать, что он сам своими же руками позволяет себя уничтожать. Я вижу, у нее сейчас вот это все происходит, эти тиски уходят, и этот взгляд, который вот так был, как и сквозь щелочку, она вырвала, оторвала от этого сектора магии и интерферентов. И он начинает вот так как поднялся, и начинает осыпаться. И она снимает какую-то штуку, вот так на глазах, такая, как будто щелочка, как рамочка такая. Угу. Такая рамочка черная. И она ее снимает.
считывается рамочка как ограничитель восприятия реального мира, реальности. Я говорю, чтобы Так. она отдавала все Хозяевам, хозяевам да, всех программ. пусть она им И я приказывает вижу, убрать. как она вытаскивает этого красноватого червячка из своей головы. И там еще такая конструкция сзади, где голова. О, я вижу. Рисуют таких святых, а сзади такой кружочек, якобы золотой. Это черный. Нимб, Это типа? вот этот нимб. А у нее сзади такой черный, такая конструкция, вот такой, как диск черный, Угу. а над головой еще один. То есть закрывает вот так сзади, как затылок, и сверху. И Угу. я вижу вот эти движения, облагораживать матрицу. Эти движения, которые она Да. делает, Тибетская гимнастика. тибетские, да. Мгм. Так. Я вижу в секторе магии появляется какой-то Шаолинь, а, то ли секта Шаолинь, то ли... Нет, оно герб Шаолинь. Мгм. Вот так считывается братство, что-то такое. Так. А, Спроси у Светланы, готова ли она отказаться от этой практики, от этой тибетской гимнастики. Да, Хорошо, пусть она изменит свое решение заниматься этой гимнастикой. Самое да, первое. она это снимает, она уходит, и проявляется эта штучка на руку. Она считывается как заменитель воли, потому что воля человека и душа выстраивают. Воля – это инструмент души, и душа через волю выстраивает свое физическое тело. Я слышу, настраивает на гармонию. Мгм. А это заменитель. Это как костыли. Они нужны только до тех пор, пока косточки не срастутся. Мгм. А Светлане это уже не нужно. Может, кому-то покалеченному, знаешь, есть души, люди, которые покалеченные настолько, что они считаются перед Творцом как сумасшедшие, то есть не могут уже отвечать за свои поступки. Может, им и нужно, я не знаю. Но вот Светлане это не нужно. Мгм. Она должна уже налаживать вот этот механизм, я слышу, реального мира, восприятие реального мира и осознанности, осознания себя. Мгм. Без помощи всяких приборов. Я правильно понимаю? Да, 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 да. Мгм. Хорошо. Потому что буквально я вот сейчас вспоминаю последние дни, я очень сильно стала замечать, как эта матрица, она работает через эти компьютеры, и насколько эти компьютеры, они с одной стороны совершенны, а с другой стороны несовершенны, сколько они делают ошибок, когда ты заводишь там одну информацию, к тебе выходит другая, или она блокируется. И я заметила, что компьютер реагирует на мои мысли. То есть это тоже своего рода как я слышу матричный процессор. То Мгм. есть все вот эти компьютерные технологии – это заменитель человеческого божественного разума, который абсолютно совершенный. А компьютерные эти технологии – это как жалкое подобие того, что может на самом деле человеческий разум. Мгм. Я вижу, она снимает с запястья эту черную штуковину, как часы. Так. И отвалилась программа с ее руки, ледяная кисть, ограничитель возможностей. Так. И она встряхнула рукой,
и у нее начинает прорастать ее собственная рука. Я говорю, чтобы она, вот я зайду в тот момент, когда она восстановит полностью все свое Мгм. сознание. Все способности. Зайди в этот момент. Я вижу, слышу совокупление этих растерянных частей сознания. Мгм. Э, Я говорю, чтобы она собрала все свое сознание, все частицы своей души, всех своих эфирных частей воедино, в единое божественное совершенное тело. Да. Пусть она вернет весь свой потенциал, потерянный вследствие контрактов, тех, которые она подписала, неправильных решений. Пусть весь свой потенциал, всю свою энергию, все частички души своей вернет себе обратно. Она это делает, я вижу, она вынимает из сердечной чакры такой этот черный шарик, как пимпочка, это Ага. Манипуляция. манипуляция, да, манипулятор. И она его выбрасывает. Я говорю, чтобы она очищала все пространство, растворяла на аннигиляцию все эти энергии. Ого, Так, пусть да. она все эти энергии отправляет в портал на уничтожение, сама наполняется энергиями света и поднимается максимально вверх. Мгм. Все темные энергии в портал, портал пусть закрывает. Сейчас она, я вижу, подошла, вот как перед столом стоит, вот как будто бы вот стол считывается, как будто бы пропускной пункт. Угу. Так, что это за стол? Считай информацию. Куда Я ведет? вижу у нее в левой руке какая-то ручка, в левой руке. Угу. И она пишет. У нее от этой ручки идет шлейф в сектор магии, и ее вот так вот разворачивает. Вот эта ручка как будто бы приросла к руке, и вот так шух, ее кто-то разворачивает в сектор магии. Так, Сейчас я... приказывай проявиться тому, кто находится в секторе магии, кто хозяин этой ручки. Пусть проявится на нашем рабочем столе. Вижу, что это считывается Ольга. Она считывается как служитель культа, и у нее вот это какой-то символ такой, как восьмерка, и с какими-то такими, как жук, Угу. такие лапки вот, не лучики, а такие вот, как лапки. Так. Считай информацию, что это за символ. Ага. У нее такие глаза, как шары, такие, как стрекоза. Угу. Она считывается как обличитель истины. И энергия такая, ха-ха-ха-ха-ха. То есть насмешки, высмеивание, тролль. Ага. Троллить, программа тролль истины. Угу. Так, прикажи Ольге отвечать, что она делает в пространстве Светланы. А у нее такой платочек, косыночка на голове, и она эту косыночку сняла и так разложила. И она говорит, это Ольга, что Светлана ее любит. Так, пусть сейчас Светлана покажет, есть ли у нее подписанный действующий контракт с этой Ольгой. Есть. Угу. Пусть сейчас Светлана его покажет, этот контракт, пусть положит его на наш рабочий стол, а ты считай информацию, какие его условия.
Сейчас я вижу ту ситуацию, как она подписала этот Мгм. контракт. Я Так. вижу, что Светлана спит, и через эти магические ниточки, вот что она там этого духа вызывала в детстве, Мгм. она подключилась к магическому сектору, и через это эта ведьма, вот с этими такими, как стрекоза на глазах эти, такие импланты считывать информацию, и она заходит в ее сон, и вот так ее переворачивает туда-сюда, с одной стороны на другую во Мгм. сне. Так. Я вижу, она ее хватает за горло правой рукой, а левой рукой она что-то, какой-то черный инструмент. И она начинает, как будто бы ковыряет там внутри, в пятой чакре. Мгм. Так. Прикажи Ольге отвечать, что она делает. Она говорит, что она инсталирует неуверенность. Вера, какая-то вера. Что это за вера? Она ей устанавливает веру. Веру во что? Считай информацию. Я слышу, божественный мир. Но этот божественный мир, это вот этот темный мир. Вот эта подключка вот так идет через сектор. Она ей устанавливает программу верить в то, что магия – это божественный мир. Мгм. Так. Вот оно что, это жумоны тоже такие шары на глазах. Да, И да. она тоже свято верит, что они там доброе дело делают. Мгм. А у Ильи нет таких шаров. Он все сознательно делает зло. Ясно. Так, пусть Светлана покажет момент подписания контракта с этой Ольгой. Или это и есть этот момент? Да. Сейчас я посмотрю, каким образом Светлана согласилась с этими утверждениями. Мгм. Пусть она покажет, что на подсознательном уровне происходило в этот момент. Я вижу, что это привязалось на это событие, когда она украла эту копеечку. Она буквально как будто бы вот эту энергию копеечки, ну, этого рубля, откусила. А считывается как вкусить вкус греха, и оно такое появился там такой, как ну, как щербинка такая, а у нее вот этот зуб сразу почернел. Мгм. Вот, и подключка проросла. Это все завязано на одном. Мгм. Ясно. Так, тогда сейчас, Вика, считай информацию, какие условия этого контракта с Ольгой. Я слышу подчинить мирозданию. Так, подчинить, что именно, Светлану? Да. Мгм. А более глубокий смысл идет, Мгм. что подчинить божественный мир. Почему-то Светлана как-то, то есть не только как свое ее личное пространство, но и как в общем плане. Мгм. Да. Хорошо. Спроси у Светланы, видит ли она этот контракт, какие его Да, условия. И спроси, хочет ли она сейчас его расторгнуть. хочет. Хорошо. Тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в момент, когда она подписала этот контракт и расторгнет его. И пусть приказывает этой Ольге убрать все воздействия, все последствия, и пусть карму призывает.
Так это же весь механизм, Да, их воздействие сегодня разрушается. Я слышу, второй день второй день. закончился. Да. И я вижу, как эта копеечка, где была такая щербинка, она вот так выросла и вот так раскладывается наполовину, ну вот так вот, как-то как веер. Она такая, ну, объемная, раскладывается и поглощает собой и сектор магии, и сектор интерферентов. Мгм. И в этот момент вот так как шух, эта черная энергия с этого стола, где-то рубль там лежал, Мгм. и все вот так вот шух снова раскрылось. И она, Светлана, вот так раз и проснулась и из-за сна, вот когда она была там. И это лапища этой ведьмы уходит, и я вижу, как стирается на стене этот символ, он тоже уходит. Хорошо. Я слышу, идет раскрепощение души. И вот эта матрица уходит, вот эта сеточка, которую я видела, она вот так вот просто сползает из Светланы, но она уже такая прозрачная, как я вижу эти программы, как ледяная сетка Мгм. уходит, и сквозь нее пробиваются лучи лучезарной энергии. Мгм. Пусть она все эти энергии, все крючки, зацепки, все программы, которые ее связывают с этим антимиром, все последствия этого контракта отдает в антимир вместе с кармой. И пусть поднимается вверх, наполняясь энергией света. Интересно, она считывается как зорница или заря. И я вижу, что она вот возле такого светила, как возле солнца, такая звезда, Мгм. с которой спадает такой диск черный и уходит. И она вот так разворачивается и как бы обнимается с этим светилом. Мгм. И Хорошо, я слышу возвращение души. хорошо. Так, сейчас, Вика, отсоединись от этой ситуации, посмотри на эфирное тело Светланы, опиши, как она выглядит сейчас. Она вся светится, как солнце, крылья. Она взмахивает крыльями, и такие энергии, как плазма, как плазменное, оно все вот так переливается. Мгм. Хорошо. Спроси у нее, она восстановила эталон своего эфирного ДНК? Да, Мгм. а она считывается, вот слышу слово такое странное, первенница. Что это значит, считай информацию? Предвестница, вот такое что-то, зорница, первенница, она как предвестник чего-то Мгм. Чего именно она? очень хорошего. Ага. Я слышу освобождение, предвестник освобождения Мгм. богов. Хорошо. Хорошие новости. Да. Так, сейчас, Вика, пусть Светлана еще найдет все привязки ко всем людям, которые находятся в ее личном пространстве, пусть всем им передаст информацию о своем освобождении и всех их до единого уберет из своего личного пространства. Она сейчас показывает, как от первотворца идут такие белые линии, а там как бы в секторе интерферентов такое пространство есть, и там такие огромные сущности. Они считываются как боги, но они как будто спят. И они вот так лежат, а к их сердечным чакрам вот сюда сверху идет такой луч,
Мгм. белый от Первотворца, а снизу, как кол со спины, как будто бы они все лежат на таких гвоздях. Такие подключки в антимир. А в антимире такие энергии, как пьют. И мы передаем информацию в это пространство. Я говорю Светлане, чтобы она передала информацию. И мы тоже Мгм. и разбудили. Мы будем этих творцов, передаем им информацию, чтобы они тоже пробуждались и отсоединялись от лживой матрицы Мгм. и возвращали все свои энергетические заряды, потенциал весь из антимира. Частички И, души. да, и когда все люди перестанут жить по законам антимира, а станут жить по законам светлой, священной вселенной, когда они отбросят все зло, негатив, тогда вся эта матрица чужеродная, она разрушится. Мгм. Хорошо, передаем им эту информацию. Пусть они всю карму за то, что с ними эта матрица антимира делала, отдают обратно в антимир. Я вижу, они встают и делают вот эти такой реверанс, и эти подключки делают такой тоже как дугообразные такие движения. Они идут вот так, как бы просыпаются, их переворачивает, разворачивает. Делается такая дуга в сектор магии. Мгм. И у них всех как будто бы там такие заклепки. Но они все привязаны к этому контракту, который был у Светлана? Светланы. И они то же самое делают. Мгм. И один по одному выходят. И я хочу зайти в тот момент, когда все божественные души вернутся к Мгм. Первотворцу, отсоединятся и заберут всю свою энергию от антимира. Хорошо, на счет 3, Вика, ты зайдешь в этот момент. 1, 2, 3. Да, это закрепляем как здесь и сейчас. Угу. А все прошлые события, они уничтожаются как небытие, его уже нет. Угу. Хорошо. Остается только опыт. Да, я вижу, как Светлана вынимает шарик из своей вот руки, где пульс. Угу. Она говорит пульс времени. Этот шарик она отдает в этот антимир. Так, а что это за шарик пульс времени? Спросил у Светланы. Как он влиял на нее и на всех остальных? Я слышу зацикленность, вижу вот эту как восьмерка, как перетекает. Они как будто бы вот могли бегать туда-сюда, туда-сюда по этим энергиям времени. И подниматься вот они как будто бы прибежали вот сюда, а над ними, над головой портал. И оно похоже, как устроена наша генетическая эта вот штучка, спираль. ДНК ДНК, вот эти связи между нитями. этими нитями, оно тоже вот похоже. Угу. Вот по этим связям, по этим, как лесенка, знаешь, Да. они вот как бы перебрасывают карму и перебрасывают события, завязывают вот эти события между собой. Угу. Вот оно что. Открывается вот это движение по кругу они сделали. А движение, оно идет вот так в нашей священной вселенной. Оно идет вот так.
как вверх и в разные стороны, Так. как фонтан. Мгм. А они сделали вот так вот, чтобы можно было связать, я слышу, связать вот эти какой-то гормоны идут гормональные. Мгм. В человеке, да? А, да, да, и вот почему Светлана, как говорится, клюнула на эту гормональную практику. Да. Мгм. Ну, Это, с одной стороны, подсказка, потому что мы выбираем то, что в нас есть. То есть справедливо вот эта, знаешь, пословица, она, конечно, вульгарно звучит, каждый судит в меру своей распущенности, но это отображает истинное положение вещей. То есть человек притягивает в свою жизнь то, в свое пространство, то, что в нем есть. И вот эта программа искаженная как раз ей и притянулась, с одной стороны, но с другой стороны, это план богов, чтобы мы разрушили то, что есть в нас, и тогда мы разрушим те связи, которые во внешнем пространстве. мгм. Хорошо. Пусть она избавляется от этого импланта, отдает это все хозяину в антимир. И сейчас она вот так, вот эту спираль, она считывается как порочная, она вот так стала на одну спиралину левой ногой, на другую правой ногой. И я вижу, как из промежности, вот где ноги, там такая была подключка. Вот этот столб энергетический весь был завязан, и вот как они говорят, это первая, вторая чакра, оно вот так вот вытягивается и опускается. Мгм. И я вижу, как ее, потому что вот эти все восточные философии, они внушают всему человечеству, что чакры начинаются как бы первая и вторая это вот чакры, а вопрос о ноги. Мгм. И я вижу, как это вот оттягивается, оно как вантус, красная энергия вот эта. Так. И ее ноги сейчас, которые стояли, одна нога на левой, то есть на секторе магии, вторая на секторе интерферентов, соединяются вместе, и она прямо вылетает вверх. Мгм. Так. И снимает с рук вот отсюда, как будто бы рукавицы такие длиннючие, Мгм. ограничители. И она начинает снимает маску с лица. У нее маска была как будто бы клюв. Так. Вот такой. Тоже все уходит. Хорошо. И я ей вот передаю информацию, чтобы она уничтожила все эти энергии, отправила на полную аннигиляцию и вернула карму за ее, ну, за воздействие в ее пространство, за эту ложь и насилие, и Мгм. расчистила все свое личное и общее пространство, и оставила информацию. Мгм. Да. А у нее сейчас она выглядит как какая-то богиня или нимфа, с такой горн, как трубочка такая, и она во все стороны вещает. Что она вещает? Послушай. Я слышу истоки нового мира, обновленный мир. Мгм.
А она снова слышу, как зорница, как заря, утренняя заря. Мгм. Хорошо. Хорошо, Вика. Сейчас И у нее вот сейчас засветилась вот это третий глаз, вот так светится. И вот эти чакры, вот эти центры энергетические, я не знаю, чакры мне так не идет, мне идет центр энергетический. Мгм. И каждый светится своим светом. И она сейчас мне показывает ноги. И этих центров очень много. Мгм. Она похожа, вот как бы как Вселенная, шар, она как шар, вся Вселенная. И вот она точно так же, как вся Вселенная. Мгм. Хорошо. Так, Вика, сейчас в кресле развернись чуть-чуть вправо. Чуть-чуть. Сюда. Да. Все, нормально. А, Нормально. Так, теперь посмотри сейчас на эфирное тело Светланы, опиши, как сейчас она выглядит. у нее тело как плазменное. Мгм. Все колышется такими волнами. Хорошо. А когда она говорит, то ее голос такой интересный. Он так идет такими волнами и звучит так в разных плоскостях, как в разных измерениях, как такое эхо. Мгм. И звонкий, чистый. Хорошо. Так, хорошо, Вика. Сейчас отсоединись от этой ситуации. Теперь пусть Светлана информацию о своем освобождении, о сегодняшней проделанной работе передаст в свое родовое древо. Пусть ее получит каждый, кто там находится. И если есть какие-то искажения в родовом древе, пусть она все исправит. Все перекосы, все искажения. Она вот так говорит, я род, нет, сейчас. Да, она говорит, я род мира. И снимает из талии такой обруч черный. Угу. И выходит с этого обруча, и вот так его скрутила, и отправляет в портал. И карма. Она вот так как будто бы руками от первоисточника эти черные энергии Угу. туда все сбрасывает. Всю карму, да? Хорошо. Да, все, а в антимир, источнику этого антимира за всю ложь, насилие, магию над нашей священной материей, над каждой живой душой, пусть забирают эти ведьмаки. Да. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Теперь Светлана хотела в эфирном пространстве поменять рождение своих детей, родить их заново, уже свободными, без программ, без подключек, которые им от нее перешли. Пусть она сейчас это сделает. Она показывает, что она это сделала, когда она вот это стояла на этой Спиральки? спирали, да, и когда это все ушло. Угу. Отлично. Хорошо. То есть вот эти все события, зацикленность событий, они ушли. Мгм. Все же подчиняется воле человека. Хорошо. Хорошо. Тогда пусть она персонально передаст информацию о освобождении своим детям. Всем тем, кому она хочет передать, ее передаст. И оставит ее в эфирном пространстве для всех желающих.
Мгм. Хорошо. Так, отсоединись от этой ситуации. Сейчас спроси у Светланы, все ли мы для нее сделали на этом сеансе сегодня. Она снимает какую-то медаль Так, из шеи что это за и медаль? отдает в сектор интерферента. Она говорит, это, я слышу, торговля. Это связано с рождением ее ребенка. Но от этой медали тянется подключка в сектор магии. Угу. Так. Кто там находится в секторе магии? Прикажи проявиться. Какой-то язык, да, вот так вот, гипнотический какой-то, и считывается как медаль за материнство, считывается как семейный эгрегор. Так. Спроси у Светланы, у нее есть действующий подписанный контракт с этим эгрегором? Или с его хозяином? Оно выглядит, что она вот так вот как будто бы думает и туда-сюда, вот так разворачивается, то туда, то сюда. То есть какое-то время как бы мучается, какое принять решение. Угу. Я говорю, чтобы она отменила свое решение торговаться за рождение своего сына и очистила свое решение и приняла решение родить своего сына по любви и по конам нашей священной вселенной. Угу. А деньги пусть она себе заберет, потому что это энергия нашей священной вселенной, Угу. и она достойна взять себе столько, сколько себе может позволить, а за ложь, за эту торговлю, потому что эта матрица, антимир, провоцирует нас, человеков, торговаться. Угу. Пусть она выйдет с этой системы и всю ложь этой торговли и всю эту Карму отдаст вину обратно, да, за эту ложь. пусть отдает, а ребенка пусть забирает с этой торговли, с этого контракта Угу. и рождает в любви. Да, вот я вижу. Хорошо. И она его переносит к Первотворцу. Угу. Хорошо. И вот закрывает этот весь портал, уничтожает это все. Угу. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Сейчас спроси у Светланы, все ли мы для нее сделали. Сейчас она мне показывает, какая-то темная энергия находится вот так, где мы знаем, там вторая как бы и первая чакра, Так. и она вот так тянется, считывается как излишество. Что это за излишество, считай информация? Я слышу излишняя тревога. Она понижает свои вибрации, это связано вот с раздумьями Так. и с этой программой. Я говорю, чтобы она отремонтировала и восстановила свой внутренний духовный взгляд и наполнилась энергиями доверия к Первотворцу, жизни, радости, гармонии, достатка, потому что Первотворец жизни – это любовь и жизнь, и в нем все живут.
И ее дети — это ее продолжение, это ее фрактал, это часть ее самой. Поэтому она вместо тревоги пусть наполнится энергиями радости и ожидания всего самого лучшего. Мгм. Да, она как штанишки это все снимает, выбрасывает. Хорошо, пусть портал выбрасывает, портал закрывает. А сейчас она села и говорит, а сейчас все. Мгм. Хорошо, хорошо. Спроси у нее, что-то она хочет передать своей рациональной части. Она говорит, люби себя. Она говорит, ты свет, ты зорница. Мгм. Хорошо. Хорошо, Вика. Тогда будем прощаться со Светланой. Мгм. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Да, Проверяй пространство, вокруг себя все ли чисто, все ли порталы закрыты, и будем выходить. да. Мгм. Поднимаемся максимально вверх к первоисточнику, наполняемся энергией света. И сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Открывай глаза. Ну супер. Ну А много мы что ожидали, Угу. а мы знали с Тарасом. Все вовремя. Видите, сколько не получалось Да. сеанс провести? Да, а я переживала уже и за вас, Виктория, потому что у вас там что-то тоже там случилось, что никак не могло получаться, там что-то система наехала Да тоже. боремся, нормально все. Ну, понимаете, мы не можем работать с тем, чего в нас нет. Если бы система не наехала, я не имею, значит, отношения к этой системе. Если она наехала, значит, мне нужно найти эти рычаги и все порешать на уровне осознанности, на физическом плане и в эфирном плане. И мы этим и занимались. М. И уже все хорошо. Все хорошо. Супер. Супер. У нас же все синхронно. Мало того, что все синхронно, мы с Тарасом все переживаем в своей жизни физической и в эфирном плане. То есть вот эти все ситуации, которые вот сегодня с вами произошли, это все уже у нас прорепетировано, сделано и подготовлено. И буквально ночью я это все видела, Мгм. проснулась, то есть в своем эфирном плане все порешала. И вот тебе результат. Да. Супер. И на Спасибо. физике тоже мы это все проживаем. Мы ничем И не всё отличаемся пореш- от остальных, у которых те Да. же проблемы. Поэтому Да. все в одинаковых условиях. Но, как Да. говорится, учимся решать все правильно и по божественным конам. Мгм. Поэтому все получается. Супер. Да. Облегчение такое на душе. Как-то оно легче. И много было тоже, вот, например, про левую руку. Я в детстве была левша. Вот мне сразу объяснение, вот тоже именно левую руку она выворачивала мне. Мгм. Может, главнее все-таки у меня была левая рука. А про этот рубль, что я в детстве взяла, то меня даже никто не наказывал, а сама я себя мучила. Действительно, так как вы говорите, что просто совесть мучила. Я даже раздала детям все вот эти конфеты. Я не могла себе их, не хотела. Меня как-то оно мучило. Я знала, что я сделала что-то плохое. Так нужно было. Да, так нужно было, и все на это завязалось. Ну, как видите, все эти магические все эти энергии, вот эти все магии, вот
они всегда наезжают именно на материальную сторону. Всегда. Когда Елена подключилась к этому какому-то ее эгрегору, Дух Шамбалы, по-моему, там был. Да? дух Шамбалы, боже мой, что с людьми творилось. То же самое сейчас от Ильи, от его помощника, то есть он помогает на самом деле антимиру. Что происходит, это просто жесть. Но те люди, которые к нам обращаются, они решают успешно свои все эти наезды, матрицы, да? Нам потом сообщают. А сила творцов, которые освобождаются, которые работают по силе священной вселенной, то их сила намного превосходит вот эти жалкие потуги этих магов работать по-темному. Да? И все пространство начинает очищаться. И сейчас там пишут эти, как порешалась эта вся их вопросы. И так решаются, что человек решает не только свои вопросы, но и своих соседей, окружающих. Интересно. Ну, а Да. я тоже начала замечать, что все синхронно, ну, как-то так, только начинаешь о чем-то думать, а тут как-то оно выходит, или в других сеансах находишь ответы. Или вот когда с Моной я начала тоже за нее думать какое-то время, что ее, как в сказке, может спасти только его божественная душа. И потом мы с вами говорили, оказывается, этот же сеанс он был недосмотренный на тот момент. И сразу после нашего разговора я их включила и все увидела, что она уже, может быть, оно уже должно как-то развязываться понемножечку, по миллиметру. После нашей ситуации, после нашего сеанса может что-то изменится. Все изменится. Да, и что интересно, Мона тоже левша. А как оказывается, мы никогда это не смотрели, но как оказывается, это не просто так, потому что ментально человек должен быть правшой. Вот так-то. Ну и 4-я группа крови, может у вас когда-то будет какое-то расследование, тоже вот интересно. Ну, это, знаете, да, это можно сделать, но там тоже не так все однозначно, потому что вот мне приходит многородность, то есть людей портили их генетику очень многими способами. И то, что может быть актуально для одного человека с 4-й группой крови, то может быть не актуально для другого человека, потому что его вот эта группа крови может быть обусловлена другими условиями. Вот. То есть мы должны вот это, ну как, понимать, что каждый уникален. Нельзя обобщать. Много факторов влияет. Да. А мне кажется, что вот 4-я группа крови образовалась после того, как пришли эти падшие ангелы к нашим женщинам. И вот тогда образовалась 4-я группа крови, но эти люди, которые рождались с 4-й группы, они имеют право свободы выбора, и многие из них выбрали путь к Творцу. Ну, дело в том, конечно, и изменились. Нужно еще понимать, что люди встраивались в эту систему еще по доброй воле, по своей миссии. Мы же тоже пришли по своей миссии, и тоже вот даже то, что мы живем сейчас и наблюдаем это все, это же мы решили это сделать, потому что бои на саблях, как говорится, ни к чему не приводили. Вот эти божественные войны приводили только к жертвам. Они ни к чему не приводили, потому что когда была отвоевана какая-то физическая территория в пространстве, то в эфирном плане оставались эти программы нерешенными.
И было принято решение создать эту матрицу своими решениями, а потом решения свои отменить и разломать эту матрицу. Потому что когда вы сегодня, смотрите, как произошло, вы сегодня отменили свое решение брать этот рубль, да? А на этом событии, это же не у каждого так глобально, как у вас, а на этом событии было завязано сколько всего, сколько этих ведьм, сколько этих разных подходов, программ, механизмов. А вы это первое отменили, и отменилось все. То есть вы разрушили огромный информационный пласт. Он разрушился, он перестал существовать. То есть вы разрушили огромное пространство искаженной матрицы. И так делают многие люди. И люди, которые, например, даже просто смотрят наш сеанс, и они решают в своей жизни жить по конам чистой Вселенной, по духу, по совести, по любви к себе и к ближнему, они тоже разрушают эту матрицу. Человек, который перестает делать какие-то плохие вещи, те, которые он еще делал вчера, он уже встал на путь освобождения, он уже встал на путь освобождения своей души и разрушения этой злой матрицы. Ну, супер. Да. Как как в сказке точно происходит все. Ну, только в сказках говорится ложь давний намек, добрым молодцам урок. А здесь все настолько просто. И каждую эту истину, если что-то непонятно, но начинаешь раздумывать, ты можешь найти аналогию на физическом плане. Вот как вы говорите, стало все как-то синхронно. А это Вселенная говорит своими детьми. То есть повернулся лицом к Вселенной, и она с тобой говорит. То есть от нас требуется вот этой доброй воли. Я уже рассказывала, как есть такая книга, нужно будет попросить. У меня ее нет сейчас здесь в Америке, но очень интересная книга. Я не помню, как она называется. Я просто за одну ночь прочитала первую часть, за вторую ночь вторую часть. Я под таким вдохновением была, и там говорилось вот такие легкие упражнения, как ощутить вот эту связь со Вселенной. И я думаю, надо же, но неужели меня тоже Вселенная вот так слышит? Сейчас я вот выйду на работу, пойду, вот я когда встречу автомобиль, и чтобы там были циферки 2-2, то есть две двойки рядышком, то я буду знать, что это Вселенная со мной говорит. Я выхожу с тропинки, у нас там такая улочка, где только к нашим особнячкам подъезжают свои же машинки, ну, тупиковая, скажем так. Я вышла по тропинке на проезжую дорогу. Первый автомобиль, который ехал, были двойки. Каждый следующий автомобиль имел парные цифры, любые. Но это еще не все. Когда я по трамвайчику съехала и зашла тоже в такую улочку, где это старый город, могли заезжать только те, кто там живет, стояли в ряд припаркованные автомобили, и на каждом автомобиле или все числа были одинаковые, или повторялись какие-то цифры, 2 или 3 цифры одинаковые. Я была в полном восторге. Я пришла тогда в офис, я девчонкам это рассказывала, я говорю, ну надо же. А моя подруга, которая порекомендовала мне почитать эти книги, она говорит, а я думаю, вот так сделаю. Сейчас зима, декабрь, а я загадаю такое желание, чтобы оно точно не могло исполниться. И она загадала желание увидеть бабочку. И она думает, если я увижу бабочку сегодня, значит точно Вселенная разговаривает со мной.
И она уже и забыла об этом, она была уверена, ну как можно в декабре увидеть бабочку. И что-то ей срочно нужно было, она учительницей работала, в детскую поликлинику побежать. И она говорит, я бегу по ступенькам вверх, и на пролете картина. Огромнейшая бабочка на всю стену нарисована. Вот так. Интересно. А интересно, можно просить вот Первотворца, вот если такая ситуация, там наезд, например, какой-то системы, или мы только должны сами решать этот вопрос, Нет, меняя мы что-то должны в себе? просить, смотрите, мы должны просить мудрости. Ну, нужно знать, просить. Нам Творец дал все, то есть мы имеем все. Только вопрос в том, что мы это не берем по каким-то нашим причинам. Вот как мы вот завязаны в таких программах, эти решения неправильные наши предыдущие. А вот просить мудрости решить этот вопрос, это очень хорошая просьба. Я всегда так делаю. Я всегда прошу мудрости, я прошу чистоты моего зрения, чтобы я могла считывать только истинную информацию, чтобы я отметала вот эту всю ложь этой лживой матрицы. Это правильные просьбы, правильные просьбы всегда выслушиваются и всегда удовлетворяются. Потому что если мы говорим, дай мне, Боже, этого, ребенок, я тебе все дал. Я тебе все дал, убери то, что тебе мешает, прими то, что я тебе дал, и все, и больше ничего не нужно. Ну и самому как-то ж нужно что-то делать, правильно? Не только просить. Просто А вариант... когда мы, Да. когда мы разбираемся, а что же мне мешает взять то, что уже есть у меня, где-то там в банке лежит, где-то я этот код, ключ потерял, а что это может быть? Вот как вы это сделали, смотрите. А я украла этот рубль. Вот. А зачем я его украла? А я так мучилась. Вот. Вы развязали вот эту всю цепочку событий. Понимаете? Вы развязали, это все развалилось. То есть вы открыли себе этот путь к этому всему, что Творец вам уже дал. Вот так оно и решается. Никакими магическими действиями, никакими помощниками, никакими отмычками искусственными. Что только эти эзотерики, колдуны не придумывают. Это же жесть просто. Какие-то символы, они просто закрепощают пространство, закрывают. Какие-то помощники. Все, что работает не по конам Вселенной, даже если первоначально у человека была какая-то светлая цель, но если там находится изъян малейший, в конечном результате это приведет к магии, к насилию, к гибели. Потому что по конам Вселенной ничто несовершенное не имеет права на существование. То есть в каждом решении мы должны искать совершенство. Как я, вот что мы можем просить у Творца? Помоги мне сделать правильное решение по конам Вселенной. А все просьбы Творцов выслушиваются и удовлетворяются. Правильные просьбы. Спасибо огромное. Вам, Вы делаете большую, огромную работу. Мы вам все делаем. огромная благодарность. Все вместе. 2 дня назад Тарас сказал мне, вот придет Светлана, Супер. и все решится. Так что мы теперь, что теперь будет? Интересно даже. Второй, Как мы- сегодня второй день, завтра перемены должны быть. То есть власть первоисточника Какие завтра перемены? должна восстановиться в нашем пространстве. Посмотрим. Мы не знаем, что. То есть я не люблю заглядывать в будущее. А когда я заглядываю, мне всегда идет предупреждение. Молчи. Почему? Потому что идет очищение, и светлые души, только светлые и искренние души, чистые, должны войти в новое мироустройство. Там, где будет управлять любовь и дух
Святой Дух священной нашей Вселенной. А вот эти лукавые и злые, они не должны туда проникнуть. Они, конечно же, пытаются, но они не должны. А искренний человек, он чувствует эту искренность и истину, и он идет интуитивно, даже если не очень понимает. Ну, те, кто понимает, тот уже понимает, идет, как говорится, уверенным шагом. А вот эти искренние заблудшие, они просто притягиваются к этим нотам истины и идут. А вот эта некая недосказанность, она очень нервирует именно злых, потому что их очень-очень волнует, а что же будет? Они живут тревогами за свою жизнь, потому что у них угроза потерять жизнь, и вот эта энергия угрозы потерять жизнь, она их толкает просматривать будущее, высматривать какие-то нюансы, какие-то реверансы, чтобы этот момент гибели собственной отодвинуть. И этот их механизм включает вот эти программы фашизма, то есть принесение других в жертву. То есть как бы откупиться перед этими эгрегорами, и поэтому они нападают, вот как Лидия. Я с ней полгода не общалась, сказала: девушка, иди, занимайся собой, расти духовно, избавляйся от собственной магии, которая есть в тебе, от своих собственных фашистских программ. Ты не годишься работать с людьми. Вместо того, чтобы прислушаться, а что же во мне не так? Мы же несовершенные. Она признала, что она совершенная, и давай сочинять. Это сочинительство, это другим, можно, конечно, сказать более реалистично, но очень мягко, это сочинительство, да, то есть это глубокий маразм, другими словами, то, что человек делает, да. Если взять Илью, то же самое. Если вы увидели, Моночка сначала же спрашивала: посмотри, чем мы там занимаемся, может, мы что-то не то делаем. Ну, извини меня, мне делать нечего, только, говорю, так сама прислушивайся к своим ощущениям, что вы там делаете. Эзотерикой занимаетесь? Нет, эзотерикой не занимаемся. Ну, да занимались, да? Ну ничего, все будет нормально. Все будет хорошо и по плану Творцов. Да. Также интереснее не знать будущее и просто наслаждаться этим путем, по которому идешь. Потому что тогда каждый день приносит сюрпризы и дает новую и новую порцию вдохновения и радости. Ну да, для себя мне, например, не очень это беспокоит, что будет завтра. Я живу здесь и сейчас. А вот за детей, хочется как-то их оградить, чтобы не было там этой вакцины. И начинаешь там что-то смотреть в интернете, какие же там новости, принимают законы, какие-то подготовки, опять там к войне уже подтягивают какие-то техники, к Крыму. Что-то вы какие-то не те новости смотрите. Смотрите, я новости не смотрю. Я это юриста слушаю, что говорит, что там принимают, что там. Я ничего такого не смотрю. Оно мне не надо. Почему? Потому что там, где наше внимание, там наше сердце. А что такое сердце? Это символ наших предпочтений, нашей любви. То есть сердце должно быть в правильном месте. То есть мы должны модулировать наши события. То, что мы хотим. Мы же творцы. Они же так это все завязали. Не было бы этих телевизоров, этих новостей, да никто бы не знал, что там творится. Им бы было очень тяжело сотворять события. А сейчас им это очень легко. У них есть Голливуд, у них есть СМИ. В Америке что творится? 70% упали просмотры. То есть все вот эти лживые СМИ, BBC, CNN, они теряют своих зрителей, они теряют деньжища, не деньги, деньжища. Голливуд, кстати, тоже уже все почти. Голливуд, потому что люди понимают,
Люди понимают, а матрица наезжает уже сама на своих. Потому что светлые души с этой матрицы выходят. Вот что произошло недавно в Майами. Вот прямо здесь, по соседству, скажем так. Был какой-то рок-концерт. Ну, скажем так, человек с божественной настройкой пойдет на рок-концерт? Бывает, нет. Нет, не пойдет. Он на что-то такое более душевное пойдет, на что-то лирическое, да. А там, где прославляются дьяволы и насилие, наркотики, он туда не пойдет. Люди выходят, подъехала машина, которую так и не нашли. Люди после концерта выходят стрелки и с автоматов, или с чего они там, не знаю, расстреливают. Ну, с пистолетов, да, не с автоматов, с пистолетов двоих убили. Поранили там еще людей. То есть, что совет в Библии о чем говорит? Выйдите из Вавилона, люди мои, чтобы вы не стали соучастниками грехов его. Еще что написано в Библии? Встаньте и смотрите, что будет делать для вас ваш Творец. То есть нам не надо быть соучастниками. Нам нужно заниматься своим спасением. Мы, спасая себя, спасаем наш мир. Ничего с нашими детками не случится. Мы не можем быть манипуляторами и манипулировать их сознанием. Да? То есть они тоже пришли своими собственными какими-то программами, они пришли с каких-то... Задачами, уроками, миссиями. Да, да. То есть мы не можем их держать вот так в ежовых рукавицах. Я когда прощаю прощение матери, когда не хочется долго, нету времени или поздно уже, ну, прощение матери, там 18 минут. Я вижу себя, то есть я уже, когда прощаю мою маму, я вижу эти какие-то перекосы, и я вижу те перекосы, которые я делала по отношению к своим детям. Потому что вот это желание все контролировать, мы можем контролировать только то, что принадлежит лично нам. А всем остальным мы можем просто помогать. Помогать советом, если просят. Да? Если просят. Вот, и дарить эту энергию истинной любви, заботы, несмотря ни на что. И тогда оно все сработает. Потому что никакая забота материальная, физическая не может заменить истинной энергии любви, которая работает так, как она работает по конам Вселенной, когда мы спим, и когда мы не знаем, и не видим, и не подозреваем, как она работает. Поэтому вместо тревоги, которая где была у нас? Во второй чакре, да? В первой, Наполняйтесь вторая, первая. светом, любовью в своей сердечной чакре и передавайте вот эту любовь своим детям, модулируйте в своем воображении те прекрасные события, которые вы хотите, чтобы произошли в жизни ваших детей и у вашей. То есть тогда оно сработает. Так. Вот тогда Спасибо. оно сработает. Хватит Прям резонанс смотреть такой вот эти стрёмные новости и своими мыслями материализовать и помогать врагу, материализовать их планы. Зачем это делать? Все, хватит. Да. Вот вы говорите сейчас это, и у меня прям, я говорю, такой резонанс в сердечной чакре какой-то такой, приятность такое, щекотание какое-то. Да. Такой отзыв. Да, действительно, я согласна. Ой, спасибо. Боже, как хорошо, что вы есть. Мы Хорошо. все есть. Как хорошо, что мы все есть. Да, хорошо, что Мы вы все вместе пришли, не один кто-то. Вот это мессианство, эта идея, что придет какой-то мессия, он навязывается через религию, он навязывается через СМИ, вот это Голливуд, мультики. Будьте дохлые и спящие, а придет вот какой-то герой,
какой-то супермен, супервумен, и всех там наголо шашку вытащит, и всех там положит, а вас освободит, а вы там ничего не делаете. Это большая ложь, это специально усыпить бдительность, усыпить нашу волю. А когда мы будем понимать, что я хозяин в своем пространстве, вот это да, даже принимать позу Творца, позу хозяина, уже это дает энергию. Да. Да, супер, Все. Вы нам пишите про ваши успехи, что у вас будет меняться в жизни. хорошо. Вот. Да. Обязательно, обязательно. Спасибо огромное. Хорошо. Счастливенько. Все, счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания.